Сегодня мы приготовим домашний обед буквально из ничего. Есть немного овощей, есть немного отварного гороха, есть немного хорошего растительного масла. Наливайте его в казан. Миллилитров 100, больше не надо. Этого вполне достаточно. Первым делом необходимо нарезать лук. Лук нарежем мелкими кубиками. Часто женщины особенно говорят: ой, совсем дома ничего нет, не знаю, из чего готовить. Всегда делайте запасы. Всегда в вашем доме пусть будет немного бульона. Всегда где-то оставляйте хоть чуть-чуть, вот хоть одну горсточку фарша. И если есть пригоршня муки, то хороший обед вам обеспечен. Особенно, если вы знакомы с узбекской кухней. А если не знакомы, то вы уже как раз там, где надо. Сейчас я вас научу основным принципам очень экономной, но при этом очень яркой, очень вкусной и ароматной узбекской народной кухни. Вы понимаете, почему я нарезал лук так мелко? Для обжарки. Если хотите, чтобы запах обжаренного лука был поярче, добавьте к нему несколько зубчиков чеснока. Чеснок для обжарки лучше всего порубить. И дело не в красоте. Дело в том, как чеснок будет выделять свой запах и вкус в масло. Точно так же кубиком нарезаем морковку. В узбекской кухне для обжарки лука масло нагревают изрядно сильно, градусов до 210, до 220. Масло и лук встречаются с задорным шипением. Видите, 30 секунд не прошло, а лук уже начинает краснеть. От того, насколько быстро покраснеет лук, зависит вкус будущего супа. Да-да. Вот здесь в казане у нас сейчас образуется довольно много очень богатого по вкусу супа. Репу можно нарезать чуть крупнее, чем морковь. Тоже кубиком, но примерно так 1,5 на 1,5 сантиметра. Можно, конечно, обойтись и без репы. Можно заменить более современной и, может быть, даже более любимой картошкой. Но картошку надо нарезать еще крупнее, потому что картошка в супе будет выделять крахмал. И суп получится, может быть, излишне густой. Я говорю излишне густой, потому что в меру густым он быть обязан. Морковка. Лук с морковкой жарится, и из казана запахло пловом. Не самый плохой запах, поэтому усилим его. Ну, во-первых, посолить немного, с пол-ложечки соли. И, конечно же, зира. Ну, что поделать, мы готовим узбекское блюдо. Можно обойтись и без зиры. Я вам могу сказать, что в старые времена в зиру клали только в то блюдо, которое готовилось для гостей. Тогда зира была уж больно дорогая. Но раз уж положили зиру, то значит все. Значит, гость по-настоящему дорогой. А вот томаты, либо томатную пасту, либо даже заготовку из консервированных помидоров клали в этот суп всегда. Помидоры или томатное пюре следует обжарить как следует, но температура в казане сейчас такова, что помидоры вот-вот пригорят. Они же содержат очень много сахара, а сахар всегда легко пригорает. Немного воды, чтобы пиалу не мыть лишний раз. Вот так, сполоснули, добавили и все. Ничего не пригорит. Но протушить, температурно, хорошо обработать обязательно. Самое время добавить еще одну важную специю. Красный перец. Ложечку. Для цвета, для аромата. И вот теперь доливаем воду. Почему? Потому что красный перец очень легко пригорает и довольно скоро можно увидеть мелкие черные угольки. Бытует мнение, что там, где казан, там, где узбекская кухня, все это какие-то долгоиграющие блюда, которые требуют полдня.
Разумеется, нет. Горох либо как следует замоченный, либо предварительно отваренный, как в моем случае. Что-то готовили, остался лишний. Здесь было 200 грамм сухого гороха. А сварился, видите, как целая коса. Грамм 400 получилось. Опустите его сюда. Пусть поварится в этом зерваке. Пусть приобретет его вкус. Вот и репу. Репу тоже пора опускать в казан. Пусть поварится. Репа не картошка. Она может вариться минут 35-40. И как раз за эти 35-40 минут мы закончим всю нашу работу. И можно будет собирать за столом всю семью. Да еще и на соседей хватит. Кто сказал, что вода не имеет вкуса, цвета и запаха? Минеральная вода Тассай даже звучит, как серебряный колокольчик. В каждом стакане воды Тассай отражается синее небо над горными вершинами Тяньшаня, а каждый глоток приносит свежесть и благоухание горных ручьев. Идеально сбалансированная премиум вода Тассай Эмеральд с 2001 года. Давайте посчитаем, что я уже израсходовал для приготовления сегодняшнего блюда. У меня было 2 морковки, у меня было 3 луковицы, у меня было пара репок, а сейчас у меня пара болгарских перцев. Залежались в холодильнике. Еще немного полежат, вовсе пропадут. Ну так чего бы не опустить их сюда? Получится очень ярко, ароматно и красиво. Болгарский перец можно было бы опустить и вовсе в конце. Его варить-то практически не надо, уже и сырой годен к употреблению. Но если поварится, тоже получится очень вкусно. Но я знаю, что у меня спросят. Мне скажут, а где же мясо? Мясо сегодня у меня тоже нет. У меня есть немного фарша. Осталось от приготовления какого-то предыдущего блюда. Сюда пошло грамм 300-400 мякоти от силы, грамм 200 лука, грамм 100-150 жира. Фарш отличный. Готовите что-то одно, остается фарш. Заверните в целлофановый пакет и в морозильник. Ничего плохого с ним не случится. Тесто. Буквально полкило муки, стакан воды, 1 яйцо. И вот тесто. Тесто, из которого можно сделать хочешь лапшу, хочешь галушки, хочешь лагман, а хочешь пельмени. Да-да, узбеки тоже очень любят пельмени, только называют их на свой манер. Говорят чучвара. Вот мы сегодня эту самую чучвару и готовим. Можно, конечно, раскатывать такие небольшие сочни, как делают, когда готовят пельмени в России. А в Узбекистане поступают иначе. В Узбекистане раскатывают лист теста, который впоследствии... Да что я вам все рассказываю? Вы сейчас все сами увидите. Тесто нарезаем квадратиками. Некоторые делают квадратики 5 на 5 сантиметров. У нас в семье любят делать квадратики 3 на 3 сантиметра. Когда пельмешки получаются такие, что в одной ложке попадалось сразу по несколько штук. Это очень вкусно. А кроме того, это показывает, как мы относимся друг к другу, как мы относимся к гостям. Я вот иногда думаю, а для чего людям пельмени? А нельзя, что ли, из этого фарша наделать мелких каких-то фрикаделек? А кусочки теста сварить, скажем, в виде тех же самых галушек, либо каких-то бантиков налепить. Ведь поесть-то можно будет гораздо быстрее. Но нет, откуда-то все народы, буквально все народы Евразии готовят именно вариации пельменей. И я вам могу сказать для чего, я вам могу сказать почему. Пельмени явно блюдо, которое готовится с любовью и уважением. Долго? Да. Конечно, котлет-то можно было бы и быстрее нажарить. Но когда готовят пельмени, к этому можно привлечь всю семью, и мальчиков, и девочек. Когда готовят пельмени,
Вот здесь-то семья и образовывается. Вот здесь-то и появляются те связи, которые потом держат людей вместе всю их долгую жизнь. Я знаю, что меня смотрят и молодые мужчины, и мужчины в возрасте. Но тем, кто моложе меня, и тем, кто еще не женат, хочу дать один совет. Встречаешься с девушкой, нравится она тебе, а спроси, пельмени у вас дома готовят? Хочу пельменей. И смотри, что она будет делать. Пойдет в магазин за пачкой готовых замороженных пельменей. Решай сам. А вот если она достанет скалку и мясорубку, женись, парень. Женись, и пусть детей у тебя будет побольше. Это будет хорошая семья. Видите, как лепят узбекские пельмени? Кусочки теста имеют квадратную форму. Ну, угол на угол. Уголки растянули, а края вокруг пальца. У молоденьких девочек красивые получаются. У них мизинчики маленькие, и вокруг мизинчика такие получаются мелкие пельмени. Кстати, если кто-то считает, что это слишком мелкие, то значит вы не бывали ни в Турции, ни в Азербайджане. Вот где лепят мелкие так мелкие. Там хвастаются друг перед другом. Говорят, у меня дюшбара 15 штук в одной ложке помещается. А другая говорит, а что сказать, у меня 20 штук в одной ложке помещается. Но я не требую от вас чемпионства. Я требую всего лишь навсего обычного, разумного подхода к домашнему хозяйству. И для того, чтобы у вас на кухне оказалось 300 грамм мяса, 500 грамм муки, немного овощей, немного растительного масла, для этого не надо быть ни миллионером, для этого не надо жить, извиняюсь за выражение, на Рублевке. Для этого всего лишь навсего надо быть разумным, дельным человеком и хорошо относиться к своему дому, к своему хозяйству, не разбрасываться покупками. К примеру, некоторые покупают мясо и говорят, мне только мякоть, а кости здесь оставь. Я так никогда не делаю. Все кости я пускаю на бульон. И вот какой бульон у меня из них получился. Здесь 4 литра. Наверное, мне это хватит на пару раз. Сюда я налил 2 литра воды. Если добавить сюда еще 2 литра вот такого бульона, то суп получится достаточно наполненный мясным вкусом. Вы посмотрите, какой это бульон. Это же золото, а не бульон. Но этого и достаточно. А теперь давайте посчитаем. У меня образовалось 2 блюда пельменей. Сколько человек наелись бы этими пельменями, свари я их просто в воде, в подсоленной воде. Ну, может быть, 2, 3, от силы 4. А теперь еще раз считаем. У меня здесь 2 литра бульона, 2 литра воды, которая тоже превратилась в бульон. У меня там килограмм овощей, у меня там 100 грамм растительного масла. И общий объем около 5 литров. Объем большой суповой тарелки, либо косы, 400-450 миллилитров. То есть сегодня я опять из ничего взял да и приготовил обед на 10-12 человек. И все наедятся, все как следует наедятся. Первая порция пельменей всплыла, поварилась, готовы. Можно раскладывать сразу по косушкам. Пельмешек раскладываю чуть больше полкосушки на каждую порцию, потому что у нас же еще и очень густой суп образовался. Вы все это знаете. Как только опустили пельмени, сначала их необходимо помешивать, чтобы они не осели на дно, не прилипли к дну. А как только закипит, отсчитывайте 2 либо 3 минуты. Этого вполне достаточно. Пельмени будут готовы. И еще одну вещь хочу сказать. Видели тот фарш, да? Видели то тесто, сколько у меня было? Это только половину мы израсходовали. Мы просто не успели налепить. Вот смотрим, что нас сегодня здесь дома съемочная группа. Мы с супругой. Нас 7 человек. На сегодня хватит. Остальные завтра сделаем. Захотим, сделаем пельмени. Захотим, сделаем чебуреки. Что захотим, то и сделаем. Самое главное, фарш есть, тесто есть, руки есть, аппетит есть. Значит, будем кушать. Будем кушать что-нибудь вкусненькое. Вот так. Идите сюда. Посмотрите, какой здесь суп.
Да просто один этот суп можно было бы поесть. Можно было бы сюда добавить, не знаю, какие-то вермишель, макароны. Это вполне себе еда. Ну а теперь, вместе с пельменями, это праздник, а не еда. И пусть кто-нибудь только попробует сказать, что это не сытно, невкусно или бесполезно. И сытно, и вкусно, и красиво, и очень полезно. А вот это, знаете, что в 2 пиалочках? Это, ребята, мы кефир со сметаной смешали. Могли бы, конечно, взять и чистую сметану. Но кефир со сметаной обладает удивительно правильным вкусом. Удивительно правильной, напоминающей счастливое детство консистенцию. Добавили туда чесночок, соль, перец. Добавили туда зелень. И вот этим всем будем приправлять каждую косточку сверху. Получится очень красиво и очень рационально. Все, дорогие друзья, обед готов. Обед достойный хорошей семьи. Обед достойный самых трудолюбивых людей. И все, что мне осталось сказать вам, это, конечно же, как всегда, приятного вам аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти 2 занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине.
книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.